Вот смотрите, это гортензия крупнолистная. И каждый год фактически мы наблюдаем на ней вот такую картину. Первый же морозец небольшой, -5 был ночью, и ее красивые, великолепные большие листья превращаются вот в такие тряпочки буквально черного цвета. Смотрится, конечно, это ужасно. Почему именно с гортензией крупнолистной так происходит? Вот как устроены наши обычные растения. Осенью, когда дни становятся короче, когда температура становится холодной, прохладной, в основании черешка листьев образуется пробковый слой, который начинает потихонечку перекрывать доступ питательных веществ в лист. Лист, естественно, потихонечку отмирает, засыхает и потом опадает. У гортензии крупнолистной то же самое происходит, но более растянутого времени. Дело в том, что выходит она из теплых регионов, из Японии. И там наступление холодов более растянутого времени. И поэтому у нее много времени для того, чтобы приготовиться к зиме, к морозам и сбросить потом эти листья. Она их сбрасывает, это листопадная культура. Но вот попадая в наш климат, вот это Германия, например, или в Украине, она не успевает этого сделать. И поэтому первый морозец фактически убивает эти листья. Дело в том, что в них внутри, в клетках очень много воды. Вода замерзает, а при замерзании вода расширяется. Естественно, клетки лопаются полностью. И вот имеем поэтому такую картину. Черные некрасивые листья. Что с ними делать? Естественно, их нужно удалить. Потому что, во-первых, это очень некрасиво. А во-вторых, вот эти листья – это фактически потенциальная угроза для растения. На вот этих листьях, когда зима влажная, когда зима не очень холодная, вполне могут селиться и развиваться всевозможные инфекции, грибковые заболевания. И ладно бы листья, но дело в том, что потом с листьев это может все перекидываться на побег и повреждать в том числе и цветочные почки. Конечно, ни в коем случае нельзя, чтобы эти почки цветочные были повреждены. Поэтому берем и обрываем эти листья. Они обрываются очень легко и просто. Листву мы оборвали. Следующая операция. Вот эти соцветия, которые остались. Кто-то их оставляет, кто-то даже умудряется их покрасить на зиму, и смотрится это, наверное, эффектно. Но опять же, намокая под дождями, под снегами, при теплой зиме, это может быть рассадником инфекции. Поэтому срезаем. Но не срезайте сильно. Я всегда оставляю вот такой побег над хорошей развитой почкой. Вот здесь есть листик, здесь хорошая развитая почка. Скорее всего, здесь в следующем году будет цветение весной. Вот этот черешок, который я оставил, на всякий случай. Если будут сильные морозы, он подмерзнет, весной я его укорочу. Вот так. Я вам сейчас показал просто, как я это делаю. Итак, соцветия обязательно удаляем. И вот эти листья, которые мы оборвали, в принципе, это, конечно, мульча, она будет перегнивать, но и опять же, там могут скапливаться вот эти грибковые заболевания. Тут смотрите сами. Если у вас регион морозный, можете их оставить. Скорее всего, там ничего развиваться не будет. Но в моей вот здесь теплой зиме, влажной зиме, я, пожалуй, их сгребу и уберу. Еще пару операций, которые стоит сделать с гортензией крупнолистной перед зимой. Особенно в условиях Украины. Почему я делаю акцент именно на Украине? В Украине зимы морозные. И очень часто гортензию крупнолистную выращивают с укрытием. Прежде чем укрывать гортензию, обязательно удалите у нее все больные, слабые, какие-то поврежденные побеги, тонкие, от которых толку не будет.
Ну и второй важный момент. Перед тем, как укрывать свою гортензию крупнолистную на зиму, обработайте ее каким-то фунгицидом. Не стоит, наверное, использовать крепкие фунгициды, ну типа 3% бордоской жидкости. Почему? Обратите внимание, мы отмершие листья убрали, но здесь вот живые листочки. Вполне может быть, что 3% бордоская жидкость их может сжечь. Используйте фунгицид, но какой-то подходящий, более правильный. Как укрывать? Ну, собственно говоря, это несложно. Побеги нужно прижать к земле, потому что земля зимой является единственным источником тепла для наших растений. И вот эти прижатые побеги к земле, ну, пришпиленные какими-то вилками такими из проволоки, например, укрывают либо агроволокном, 60-ка, 100-ка, можно даже в 2 слоя, в зависимости от того, какой у вас климат, какие у вас морозы. И над всем этим обязательно желательно сделать, обязательно сделать какую-то крышу, какое-то подобие крыши. Это может быть полиэтиленовая пленка, это может быть старый линолеум, только не надо упаковывать герметично. Обязательно должна быть вентиляция. Главное, чтобы влага, дожди какие-то зимние, тающий снег не попадали напрямую на растения. Вот земля будет их греть, агроволокно будет это тепло сохранять вокруг этих побегов, а крыша будет предотвращать попадание туда влаги и загнивание. Лишняя влага – это тоже плохо. Вот, собственно, так это будет происходить в Украине. Здесь у меня все по-другому. Здесь зимы мягкие, в общем-то, теплые. Морозы бывают, но не сильные. -5, -7 максимум. Вот я ее почистил, оборвал все листья мертвые, обрезал кое-какие побеги, не все. Обрезал. Она будет хорошо продуваться воздухом, вентилироваться. Никаких грибковых заболеваний, надеюсь, на ней не будет. Хотя здесь влажно и здесь тепло. Уже весной я дополнительную обрезку проведу, потому что, ну, все-таки мало ли, может быть, какие-то побеги подмерзнут. И вот эти подмерзшие части я буду удалять уже весной. Ну, а весной буду, наверное, показывать вам, как, чем я ее удобряю и, собственно говоря, как она развивается у меня. Я ее вот недавно пересадил на это место в октябре где-то, ну, что, собственно говоря, я вам и показывал. Ну и в заключение еще пару вопросов, которые я предвижу. Первый вопрос. Так все-таки, если гортензия крупнолистная будет расти в теплом климате, где нет морозов, она что, не будет сбрасывать листья? Будет. Как я сказал, процесс образования вот этой пробки и сбрасывания потом листьев происходит у гортензии крупнолистной, но это все растянуто во времени. И даже в таких регионах, как, скажем, Азорские острова, где это вообще инвазивный вид считается, где ее очень много по обочинам растет, где не бывает морозов, тем не менее она сбрасывает листья. Иногда листья кое-какие остаются, и потом уже молодые листья, когда начинают весной отрастать, вот эти старые листья просто сбрасываются. Ну, такой полулистопадный кустарник становится. Но, тем не менее, в нем генетически заложено именно сбрасывание листьев. И второй вопрос. А почему вот у гортензии крупнолистной эти клетки, когда вода там замерзает, рвутся, а у других вечно зеленых, например, рододендрон вечно зеленый, азалия, самшит тот же, вот этого процесса не происходит. Почему они сохраняют свои листья зелеными, и они не отмирают при морозах? Ну, дело в том, что там заложены немножко другие механизмы в этих растениях. Вот в листьях гортензии крупнолистной очень много воды. Она медленно готовится к зиме, а эти растения начинают готовиться быстрее. И эту воду фактически из клеток вытесняют. Вместо воды там очень густой такой, ну, сироп, антифриз, который не позволяет вот этой жидкости внутри клетки замерзнуть. И поэтому, когда ударяют морозы, даже такие довольно сильные, никакого разрыва клеток не происходит, и листья остаются целыми и зелеными. Вот у каждого растения свой механизм защиты от морозов. Ну вот, пожалуй, у меня на сегодня все. Спасибо, что смотрели. Хорошей зимовки вашим растениям и вам. Всего доброго.